Что такое личные границы и как они нарушаются, и в каких случаях можно разобрать? Наши эмоциональные границы – это наша ответственность. Мы сами позволяем нарушать установленные нами же правила. Зрелый же человек никогда не будет отвечать негативом на негатив, раздражаться в ответ на пассивную агрессию и перекладывать с себя ответственность за свое состояние. Любому взрослому человеку необходимо устанавливать временные границы. Вы не обязаны слушать какую-то неинтересную легенду, либо заниматься неинтересным делом. Мы не обязаны прощать опоздания и либо заниматься решением чужих проблем. Границы стандартов, к которым привыкли именно вы, это ваша ответственность. И вы не обязаны поступиться этим ради кого-то. Ну, если только в каких-то определенных ситуациях. Не стоит отказываться от того, к чему привыкли вы, только ради того, чтобы потешить чужое эго и впустить в свою жизнь того, кто не собирается уступать вам, меняться ради вас. Личная жизнь на то и личная. Не обязательно делиться ею с окружающими. Даже если окружающие привыкли именно в этом ключе общаться между собой. Необходимо все-таки держать какую-то дистанцию. У каждого из нас есть убеждения, которые, как правило, мы отстаиваем. Даже если окружающие с этим не согласны, как-то смеются над ними. Но наши убеждения меняются в течение жизни. Это зависит от опыта, от приобретенных знаний. Поэтому вполне нормально, если это проходит все естественным путем, без надрыва. Физические границы для кого-то очень важны. Не все любят обниматься, целоваться при встрече, либо спать вместе с кем-то. Это надо уважать и понимать. И человек вправе заявить об своих границах. Что же такое личные границы? Каждый взрослый и самодостаточный человек должен знать себя, из чего он состоит, кто он такой. Он не должен себя менять из-за кого-то, кто раскритиковал его. Для него важно взять какой-то вывод из этой критики и понять, насколько ему необходимо это в жизни. Если из этого вытекает какое-то продуктивное сотрудничество, которое в пользу и себе, и тому человеку, кто критикует, то это окей. Наша свобода действий должна ограничиваться только законом и нашими личными убеждениями. Все остальное, стереотипы, мнения окружающих, традиции, негативный чужой опыт и так далее. Это не должно влиять на наше решение. Мы обязаны ставить в приоритет наше психическое состояние. Мы имеем право обращаться за поддержкой близких людей, профессиональной помощью. При этом стоит быть внимательным к своему психическому состоянию, отказаться от тревожных мыслей, вовремя понять симптомы заболеваний. И очень важно устанавливать психологические границы в общении с окружающими. Если кто-то пытается манипулировать нашими чувствами, критикует, вмешивается в нашу личную жизнь, давит на нас при принятии важных решений, необходимо ограничить общение с этим человеком. Необходимо выстраивать профессиональные границы, не идти на дополнительную работу без оплаты, не терпеть
хамского отношения к себе и в то же время повышать свою квалификацию, чтобы быть уверенным в своих силах. Взрослый человек не должен отчитываться, куда он тратит деньги. Наш кошелек – это наш кошелек. Он сам принимает решение, как им распоряжаться. Сексуальные границы – это договоренности. Если кому-то интересно насилие, они договариваются между собой. В большинстве случаев это недопустимо. Итак, личные границы необходимо выстраивать в соответствии со своими ценностями. Если вы их еще не определили, можно устроить мозговой штурм, выписать основные 10, потом сократить до 5 и потом сократить до 3. Получить базовый ориентир и ответить себе на вопрос, как часто мне приходится переступать через эти ценности. Какие люди, ситуации, вещи заставляют меня жить вразрез со своими идеалами. Понимание этого выявить болевые точки. Когда вы выявили, что именно вы будете оберегать, можно переходить к вопросу «как?». Главное здесь не скатываться в агрессию и прислушаться к себе. И границы имеют свойство меняться. Необходимо всегда за этим прослеживать. Будьте настойчивы, но настойчивость и агрессивность – это две разных вещи. Первое вселяет уважение, а второе – агрессию. Настойчивость не предполагает торгов, какого-то своего чтения, полунамеков, но и не ведет к обвинению и нападкам на другого человека. «Не смей трогать мои вещи» звучит агрессивно. Я хочу знать, что у меня есть безопасное место, где я могу хранить свои мысли. Поэтому мне некомфортно, когда ты залазишь в мой ежедневник. Пожалуйста, больше не делай этого. Это звучит убедительно. Очень важно научиться говорить человеку «нет». Если вы не готовы дальше продолжать сотрудничество, отвечать на какую-то просьбу, целесообразно сказать сразу «нет». Но необходимо уважать как свои, так и чужие границы. Если человек расстроился, как-то сник, вполне можно подсказать другого человека, который может ему помочь. Иметь здоровые границы всегда – это нереально, но стремиться к этому надо. Однако надо понимать, что существуют также очень токсичные люди и манипуляторы. Тут границы надо отстаивать жестко. Но есть люди, которые в силу своей культуры не предполагают, что у вас, оказывается, какие-то границы есть. Здесь вполне уместно как-то мягко подсказать человеку, что с вами так нельзя. Формируя собственные границы, нужно учитывать, что нельзя заходить на другую, чужую территорию. У другого человека есть свои границы. Поэтому как-то поучать и говорить, что у него как-то неправильно, а у вас правильно, это нет. Американский психолог Мэрилин Мюррей выделяет 5 способов сказать «да» или «нет». Здоровое «да» – это вас о чем-то просят, вы соглашаетесь, вам это нравится. Здоровое «нет» – вас о чем-то просят, вам это не нравится, и вы не соглашаетесь. Нездоровое «да» – вас о чем-то просят, вам это не нравится,
но вы соглашаетесь, а потом возмущаетесь, обижаетесь. Нездоровое нет, это вас о чем-то просят, вы не соглашаетесь, вам это не нравится, но потом чувствуете вину. И есть еще временный вариант, когда вы соглашаетесь, когда вам что-то не нравится, но вы уважаете этого человека. Это может происходить, но очень недолго. Ну, самое основное, все люди воспитывались в разных семьях, на разных континентах, со своей культурой. Поэтому необходимо уважительно тоже к людям относиться, о своих границах заявлять самостоятельно.